Добрый день, львы! Это Таро-прогноз для вас на июль 2023 года. Вы находитесь на моем канале Татьяна Мин, Красота Таро. Это мой новый канал, я вас очень рада видеть. И я рассматриваю всегда карты по моему астрологическому методу. Все мои расклады тесно связаны с астрологией. Поэтому я достаю 6 карт, что соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет львов в июле 2023 года? Первая карта – это партнерские отношения. Здесь мы видим семерку жезлов. Есть у вас какие-то споры, скажем так, непонимания с вашим партнером. Может быть, вы пытаетесь даже защитить себя от каких-то его нападок, либо он защищается от вас. Это карта, наверное, защиты, оборонения какого-то чрезмерного. Вы не хотите, вы почему-то думаете, что ваш партнер не очень благоприятно к вам настроен, мягко говоря, да, видите, здесь на карте он пытается убить или как-то отогнать крокодилов водных, да. Может быть, это вообще не связано с партнерскими отношениями. Я имею в виду, если у вас нету партнера, серьезных отношений, то, может быть, вы работаете над собой. Вот тогда эта карта принесет действительно больше пользы, потому что таким образом вы отгоняете от себя какие-то установки, блоки. Например, когда женщина думает, или мужчина, да, что все мужчины хотят только одного, когда мужчина думает, что все женщины какие-то корыстные, да, вот такие глупые установки из прошлого вам нужно отгонять просто палкой от себя, а также отгонять от себя людей, которые недостойны вас. Вы, львы, в общем-то, можете иногда, наверное, прогибаться, да, потому что вы желаете сохранить отношения, вы всегда за то, чтобы отношения продолжались, но, с другой стороны, вы тоже достаточно смелы, чтобы, если вам что-то плохое делает партнер, да, либо это в личной жизни партнер, либо по бизнесу ваш партнер, вы должны смело избавляться от таких вот негативных людей, которые открывают свою пасть, чтобы сказать что-то плохое или как-то поживиться за ваш счет. Но мы сейчас еще будем смотреть другие карты, чтобы, возможно, дополнить, что здесь может быть. Кубки выходят во втором секторе, и это паж кубков. Какие-то, может быть, первые шаги вы начинаете делать на новой работе, новые заработки какие-то. Может быть, вы наконец-то стали продавать какое-то ваше творчество, которым вы занимаетесь, например, картины, либо у вас какой-то дополнительный доход в сфере творчества, вашего личного хобби, и вот он небольшой доход вам приносит. Да? Все-таки Паш – это такая карта молодая, она еще может означать, что вы тратите деньги на ваших детей, то есть один из ваших уровней расходов – это ваши дети, какие-то подопечные, может быть, домашние животные у кого-то, которые требуют тоже каких-то расходов. Но они могут и доходы вам в том числе приносить. Может быть, это первые заработки вашего ребенка. Может быть, если вы, например, разводите там щенков, котят, не знаю, лошадей, кого-то, да, то вы тоже продаете ваших животных, и небольшие деньги это вам приносит. То есть как-то вот такие заработки небольшие, но в целом Паш – это хорошая карта, то есть это регулярность, наверное, какая-то. Мы сейчас еще посмотрим, может быть, кубки будут выходить. Императрица в третьем секторе. И, конечно, здесь могут быть у многих львов какие-то перемены. Здесь я хочу дать несколько вариантов, потому что, возможно, у всех одно и то же не будет. То есть, соответственно, кто-то задумывается о поездке, переезде, даже, возможно, в другую страну. Императрица – это серьезные документы, это визы, это вид на жительство, это новые паспорта, это даже новый статус. Даже вы можете оформлять брак здесь. У вас может быть переезд и брак, либо брак и переезд. То есть это какие-то основательные. Это может быть получение каких-то лицензий, в том числе водительских удостоверений, новые транспортные средства, может быть, даже оформление каких-то документов на бизнес за границей, какое-то новое партнерство. Также здесь будет важна какая-то женщина, возможно, вышестоящая, может быть, это ваша жена, мать, либо просто женщина на таком посту, к которой вы будете обращаться и которая будет как-то помогать вам с документальными вопросами, либо она может принимать решения, потому что здесь императрица, видите, она очень похожа вообще на королеву мечей, да, поэтому это какая-то самодостаточная женщина, у которой есть много ресурсов. Может быть, вы сами будете такой женщиной. Тогда вы действительно решитесь на расширение, скажем так, своих владений, потому что 9-й сектор, да, в котором эта карта выходит, это один из секторов расширения ваших горизонтов и знаний, в том числе и физического какого-то расширения. Что здесь может быть? У каждого свой вариант, но я уже примерно перечислила.
10-й, 4-й сектор – это пятерка пентаклей. Здесь у вас могут быть поступления. Может быть, вы сдаете, например, квартиру в аренду. Может быть, вы, наоборот, собираетесь потратить деньги на то, чтобы отремонтировать какое-то свое жилье, да, или что-то купить новое в свое жилье вы планируете. Но не исключаю, что еще недостаточно у вас может быть пентаклей, да, денег для каких-то таких серьезных финансовых затрат, связанных с недвижимостью. Также, возможно, если вам, например, обещали какое-то продвижение, повышение по службе, то, скорее всего, это повышение не принесет с собой больших финансовых успехов. Да, все-таки здесь у нас уже финансовый во втором секторе тоже был паш. Такое впечатление, что у вас пока нету такого серьезного прихода денег. Но мы сейчас посмотрим еще другие карты, может быть, здесь будут пинакли. Это туз жезлов, и здесь в 12 секторе карта смерти. Как интересно выходит. Так, давайте разбираться. Во-первых, туз жезлов. У нас уже были жезлы вот здесь. И это, конечно же, отношения с какими-то близкими людьми, партнерами, друзьями, ну, может быть, родителями тоже, да, у кого-то. Что-то новенькое вас ждет. Смотрите, как интересно выходит. С одной стороны, вы как будто бы отгоняете каких-то ненужных партнеров, да, либо ненужные мысли, а с другой стороны, вы ищете что-то новое. Вы снова вступаете в какие-то круги, группы по интересам. Может быть, вы начинаете заниматься спортом, у вас появляется новое хобби, вы начинаете знакомства какие-то новые на сайтах, и среди них по тузу жезлов это может быть и новый человек какой-то, новое влияние, может быть, это какой-то новый конкурс, новое творческое занятие. И это стихия огня, это такая серьезная огненная стихия, которая вы, в общем-то, вам это свойственно, да, и это 5-й, 11-й сектор, это ваш сектор. Поэтому здесь у вас такие карты, что вы занимаете, скажем так, активную жизненную позицию в каких-то группах и коллективах. Может быть, вас выбирают лидером какой-то группы, да, и для этого вам нужно преодолеть себя, свои какие-то блоки в голове, чтобы быть ведущим человеком, да, здесь у вас может быть такое. Либо просто вы меняете круг своего общения, круг окружения своего, это тоже очень может быть. И 6-й, 12-й сектор, здесь у нас выходит карта смерти, и это, конечно, какие-то могут быть перемены, серьезные перемены в вашей повседневной жизни. Но здесь тоже какие варианты могут быть. Например, вы почувствовали себя не очень хорошо, у вас очень много уходит энергии, да, на какие-то ваши дела, вот по этим картам жезловым особенно. И ваш доктор, либо вы сами рекомендовал вам полностью сменить режим вашей жизни, полностью сменить даже вплоть до работы, вплоть до того, как вот вы, ну, например, сменить окружение, там, где вы живете. Может быть, у вас были какие-то не очень благоприятные условия проживания. И здесь вот врач, допустим, рекомендует вам или отказаться от какого-то питания, да, вот это очень возможно. Например, полностью исключить сладости, алкоголь, курение, то есть отказаться от каких-то очень вредных привычек. Но это вот если у вас, например, вопросы здоровья. Либо, как вариант, это еще работа, какие-то обязанности, может быть, да, которые вы выполняете по ночам. Все-таки смерть, она связана со стихией ночи, не со стихией, ну, как со временем суток ночи, да, и, может быть, здесь у вас будет работа в ночное время. Это может быть такая работа даже, знаете, не совсем ли вам свойственная, но что-то такое в работе будет не очень, может быть, приятное для вас в июле. Либо вам придется, ну, как-то вот ночью, может быть, чем-то заниматься, я даже не знаю. Это, ну, вообще вот эту карту лучше всего, конечно, это использовать ее как избавление от каких-то привычек, от всего отжившего. То есть это должно как бы отмереть. Смерть здесь как отмирание каких-то стереотипов в работе. Может быть, уйдут какие-то ваши коллеги по работе, которые вам не нравились. Полностью сменится коллектив, полностью даже фирма, в которой вы работаете, и работа может поменяться. То есть это что-то такое. Будьте осторожны в плане долговых обязательств, потому что здесь по этой карте смерти лучше не брать много денег в долг, вам может быть тяжело их отдавать. Относительно ваших домашних животных тоже обратите на них свое внимание, да. То есть что-то вот в вашей повседневной жизни может поменяться и пойти совсем по-другому. Что бы ни случилось, помните, да, что жизнь, смерть, вот эти, это как день и ночь, необратимость. То есть если что-то должно произойти, но мы не подвластны, как бы, да, мы все равно должны это понимать, что не бывает рождения без смерти, не бывает смерти без рождения. То есть вот эта закономерность жизни здесь.
Давайте посмотрим, что скажет нам колода Астрокоды. Теперь это одна из моих любимых колод, потому что она астрологическая. И мы спросим у нее еще как бы советы, предсказания, что будет у львов в июле 2023 года. Так, северный узел. Дискомфорт. Интересно. Так, противостояние. Ой. 3 карты, но они все такие, как бы сказать, кармические, что ли. Сейчас мы еще достанем эту карту. Ой, Юпитер. Опять выходит карта Юпитера. И здесь карта вышла у нас рыбы. Ну вот интересные карты выходят для вас. Рыбы, все-таки у вас какие-то перемены, да? Я вижу, что здесь у вас определенные перемены. Так, с чего начать? Ну, во-первых, северный узел. Это какие-то кармические задачи в этом воплощении, да? В гороскопе у каждого человека есть узел кармы, северный и южный. Мы должны стремиться к северному узлу, и здесь это наше будущее, да? И поэтому вы, в общем-то, на правильном пути. Чтобы с вами сейчас не происходило, да, какие-то грустные, радостные моменты в вашей жизни, вы должны помнить, что вы на правильном пути, да? Эта карта об этом говорит. Здесь у вас какой-то дисбаланс, но это, опять же, как я недавно видео в интернете посмотрела на YouTube. Если ваша жизнь рушится, поздравляю, значит, вы на верном пути, да. Вот то же самое и в северном узле. Ну, не все, конечно, перемены не всегда ведь так легко переходят. Иногда нам нужно почувствовать дискомфорт, вот как по этой карте. Карта дискомфорта, смерть здесь может такое означать. Кстати, может быть, закончится какая-то действительно зона вашего комфорта, в которой вы всегда пребывали. И вот в июле вы почувствуете, что вам нужно что-то менять в вашем окружении. Либо это само придет, ну, чтобы вы поменялись наконец-то. Здесь у нас противостояние Юпитера и рыбы, да. Эта карта, она... Ой, не противостояние, а соединение. Но если, например, взять, что Юпитер в рыбах, это прекрасная позиция. Это, опять же, о чем? О каких-то знаниях, о медитациях. Рыбы – это глубокая карта, Юпитер чувствует себя там прекрасно, это расширение сознания, это расширение, это понимание себя, это связь с самим собой на каком-то более внутреннем уровне. То есть вы не можете всегда только физически, да, как-то воздействовать на свою жизнь, на других людей. Вам все равно с подсознанием приходится работать, все равно вам приходится продумывать какие-то моменты психологизма и подсознания. Вот такое впечатление, что карты именно это хотят вам сказать, что вот, ну, не можете вы закрывать у себя в голове подсознательно какие-то установки, там, они все равно всплывут, да, как бы вы ни пытались забыть какие-то неприятные ситуации, вам все равно надо их пережить. Это как вот день и ночь. Но здесь у вас есть все шансы пережить все прекрасно, потому что все-таки Юпитер, рыбы, это все хорошо. У вас могут быть какие-то, скажем так, ну, волнительные моменты, но они преодолимы. Такой интересный расклад для вас, ли вы на июль 2023 года. Я желаю, чтобы все самое лучшее у вас отсюда только сбылось. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!